что, друзья, доброго всем турецкого раннего утра из отеля Акка Алинда из Турции, из Кемера. Райончик Кириш у нас сегодня. Сегодня у нас новый день. Много интересного еще не поснимали в этом отеле. Про корпуса я вам не рассказал, про много-много-много. В общем, все вам, как всегда, покажу. И смотрите, какая штучка. Если вы любите рахат лукум, можно взять с собой. Вы можете подойти, и они даже спрашивают, да, вам с собой или здесь? Никита сказал, с собой. Ему в пакетик сложили рахат лукум. Только там бумага, можно надо даже с собой пакет привезти гостинцы кому-нибудь домой в России. Очень вкусно рахат лукум у них здесь с розой делают. Ну или просто так. Ну а мы идем на пляж. У нас здесь выдают полотенца. Меняйте карточки на полотенца. Здесь у нас вкусные напитки, можно сразу взять с собой. Здравствуйте, можно водичку? Мераба. Как говорят в Турции, это здравствуйте. Меня зовут Мустафа. Мустафа. Здравствуйте. Спасибо. Здесь много всякой вкусной воды разной. Мы отправляемся на пляж с утреца пораньше. Погодка у нас сегодня хорошая, на небе не облачко. Но вот весной как-то все равно кажется, что все через дымку проходит, через такую. Нету такого ядреного голубого. Сейчас отель у нас заселен на 10% всего. 100 с чем-то человек из 1000 возможных. Поэтому здесь места есть везде, и на завтрак, на обеде, и на ужин. И на пляже тоже, и на море. Так, напомню, что мы здесь на отдыхе большим составом. Жена моя, 3 детей и моя мама, бабушка моих детей. Мама уже с утреца пораньше загорается. Ты не купалась еще? Мне посоветовали сегодня искупаться После обеда искупаться? местные. Говорят, надо. Ой, смотрите, там на понтоне кто-то загорает. Здесь есть понтон, это очень классно. Но это, наверное, больше для акваспорта, чтобы вот скутер стартовать. Потому что здесь более резкий обрыв такой. И катер не припаркует. Но пирс вот делает. Строит. Екатерина тут себе нашла помощника, который таскать шезлонги будет. Кать, еще 3 попроси, Кать. Еще 3 попроси. 7 по 2. Чтобы было. Кто не любит ходить по гальке, запасайтесь тапками специальными. Но мы закаленные, да, Понь? Крымской закалкой детской. По любым камням ходим и бегаем. Здесь есть такой понтон еще, но это, да, для водного спорта. Вот они, мотоцикл, вот сам Watersport. Готовится уже к сезону, распаковывает парашюты свои, гидропланы. Все, что хочешь. Можно прокатиться на понтоне в открытое море, в Египет туда сплавать. Мы вот хотим туда пройтись, не знаю, разрешат нам, нет? Море сегодня класс вообще. Смотрите, как классно, да? Гнется понтон. Водичка свежая. Опа! Так, я забрался на понтон. Пойду покажу вам воду. Ее прозрачность, а то в этот раз мы не плаваем. Вот так вот. Потому что в Кемере всегда чистая вода. И сейчас еще, считайте, немножко волнистость. Она все равно камни перемешивает. Вода все равно чистая-чистая. Смотрите, как красиво. Горы отсюда видно. Помидоры. Ой, так шатает эту штуку. Не грохнемся. Ну что, садимся на скутер и уезжаем? Да? Ключик надо только было у него взять. Вот можно оценить масштабы пляжа. Вот раз пляж до пирса часть. И после него еще 1,30 м. И вот вон там, где белая штука, заканчивается отель. И вот здесь вот он заканчивается. Вот здесь даже. Вот. Белый — это уже другой отель начинается. Красиво. Заряжайтесь, друзья, этими морскими эмоциями. Давайте я вот так вот вам прям передам, как будто вы сами плаваете. Наливайте в ванну, ложитесь и кайфуйте. Как вчера сказал мой сын, когда приезжаешь в Турцию, надо кайфовать по полной. Друзья, не забывайте поддерживать видос с лайком, дизлайком, комментарием, как всегда. Для вас просто поражайте кнопочки обычные. Для нас огромная поддержка, помощь в развитии канала. Вы все знаете. Ох, как здесь классно. Давайте еще раз. Морешко чуть-чуть. Вот, смотрите, как здесь видно, какая чистая вода. Вот, смотрите. Сейчас пенка уйдет. Вот, видите, какая чистая. Ох, красота. Во-во-во.
Сейчас сына ко мне придет. Давай, сынок, давай. О, вот этот скалолаз, ноги не разодрал себе. Смотри, здесь шатает. Это мой сынуля, средненький, Привет. китосик. Вы его давно не видели уже, наверное, он год, наверное, в Турцию не ездил. Все, учился? Учился. Ученый. О, класс, да? Прикольно. И Польку к нам занесли. Младшая дочка моя. Хорошо тут Поль качается? Ой, так прикольно здесь. У нас есть прекрасная возможность увидеть, как готовятся к сезону и натягивают буйки. Вот так вот сейчас косу будут растягивать буями. И такая длинная коса у них. И там сплели, и вот она тянется, тянется, тянется. Поль, здорово, Поль, такие. Только убери мертвые осы. Что там, оса? Да, Пусть летит в море. Купается. спасибо. Все, сезон в Турции в разгаре. Катер приехал. Что, поедем кататься на катере? Не на этом, мы скоро поедем на прогулочку еще. На морскую. Красивый катер. На таких катерах катают с парашюта. Вот здесь вот его цепляют за крюк, разматывают веревку, и вы взлетаете вот туда в небо. Я катался один раз. Не страшно, интересно. Но были случаи, когда эти парашюты отцепляли. Да, Как вы к этому относитесь, напишите. Ваше мнение, катались ли вы, понравилось ли вам? Ну, стоит на самом деле один разок прокатиться. Но главное, чтобы вот они, мне не нравится, когда они над пляжем вас сажают. Если что, не дай бог, не так пойдет, еще если ветер, то все, тянет туда. Будет больно падать, в море не так больно. Все же не бывает. Нужно аккуратнее. Вот на гидриках я люблю кататься, обожаю. Но в Турции дорого. Последний раз было, по-моему, 35-45 евро. Вот в Сочи надо кататься, там 2000 10 минут на границе с Абхазией можно покататься. Так, мы выгружаемся, пойдем. Мы с мамой все норовим залезть, как самые любители водных процедур. Но у меня это все время превращается в мой гаймарий. Каждый раз. В этот раз тоже было. С яхты попрыгал без гидрика и все. Сейчас только стал проходить, сейчас залезу, сразу выйду. Надо сначала ополаскиваться, обдаваться, привыкать, а потом уже ныряй. О, хорошо, зашел, обдался водичкой. Вода свежая, да? Класс. I hope you'll come back to me. Yeah, I'm just that stupid. Thought that we were meant to be. Yeah, I'm just that stupid. Maybe just a little time can make you change your mind about us. I thought that we were meant to be. Кто занимается, подтягивается, а кто-то бока належивает. Эй, кошка. Так, мохнатку сейчас оторвешь. А эта штука называется Dead Mouse. Вот это ветрозащита, ее называют Dead Mouse. Что она мохнатая, как мышь. Ты мышь увидел, да? Пару слов для наших газет. Как вам живется в Турции? Хорошо. Слушай, я бы забрал такую кошку. Всего лишь эска. Кошка такая ласковая вообще. Сама приходит. коричневый. Выгоришь, я в солнце загорел. Смотрите, здесь возле пляжа, внизу есть кафешечка, и наверху есть ресторанчик. Гулет ресторан. Не знаю, что здесь вечером или как-то нет, но днем здесь можно присесть. Вот так вот уютненько, дайте я вам покажу. 2 уровня. Вот так вот сесть. И с видом на море можно потрапезничать, вкусить вкусняшек. Сейчас покажу вам, что здесь есть. Вы садитесь, вам дают менюшку. Вот такую вот. Супчик, салаты, пицца. Вот даже на русском есть. Вот смотрите, меню. Суп дня сегодня борщ. Садитесь, заказывайте, вам все приносят. Бесплатно все, естественно. Потому что когда я говорю по меню, некоторым что-то платно. Все бесплатно. Садитесь и трапезничайте таким вкусняшкам. Пиде вот прям из огонька. С огоньком подаю. В общем, вот так вот. Классно. И вот так вот здесь все это готовят. В 10 с чем-то начинается боча, но мы что-то ее опять все время прозевали. Пока на пирсе тусили, прозевали. Сейчас идем на стрельбу. Взяли Польку с собой. Здесь она за амфитеатром проходит. Здесь звучит музыка из колонок.
Наш прекраснейший бассейн. Наша Полечка. Зайчка. Так, здесь всем протирают руки антисептиком, раздают масочкой. Чтобы все было чистенько, Только стерильненько. не всем хватило. Не всем масок хватит. Сынуля сейчас будет стрелять. А Польке не дали, да? Ну, Полька один разок стрельнул, первый, холостым. О, Никита попал. Это железянку, что ли? Не знаю, сейчас посмотрим потом. Молодец. Идем смотреть, что там. Так, после того, как стреляем, здесь отмечают цветом, чтобы определить следующий выстрел. Еще 8. Ничего себе ты дал. 882. 18 право обнажать, Молодец. Я могу, пожалуйста. Сейчас папа стреляет. Если что, это безопасно. Алина. Он выстрелил. Интересно, куда попал. Что там, 10? Браво! 10, 9, 9. Еще Почти. 27. Браво! Спасибо большое. Алина. Победила девушка у нас. У меня почетное второе место. Все в 4 часа здесь будет проходить все мероприятия. Здорово, весело. Вообще классно, вот эти все мероприятия, они заряжают. Вся вот эта компания, там все это весело происходит, все стреляют. Хотим еще на все другие активити попасть. Как вы просите все время. Женя, снимай анимацию активную. Полись, догоняй, зай. Ой. Уже летают на поросенлинге. Это самое опасное, что они делают на самом деле. Да, не дай бог трос и все, и хана. Это над морем делать такие трюки. Так раз прям и на штырь. Ну да, заглохнут моторы, все. Значит, апрель месяц, а сейчас как летом. Вот идешь, нажарились, я еще там назанимался, подтягивался, вместо турников навесы использую, на которых тентов пока нет. Красота вообще, идешь, глаза радуются, все зеленые. Очень тепло, очень, даже жарко, ветра нету сегодня. Да, и игрушку вот. А мы вчера рукавники еще купили. Нет. Рукавник купили, чтобы на горке кататься. Да. Здесь у нас, смотрите, Entertainment Infoboard. Здесь пишут, что во сколько проходит. Йога, спайс, аэробика, зумба, румба. В общем, стрельба из дартса и просто дартс, и стрельба из ружья. В общем, подходите вот это вот, сходу выходите, зайцы, не балуйся. И вот здесь смотрите, как что происходит, выбираете, что вам нравится, и занимаетесь. Здесь еще есть кафешечки, правда, еще не пробовали, но говорят, что есть очень вкусный кофе. И всеми любимый магазин игрушек. И всего вот этого, вот вы когда вот ходите отсюда на пляж, с пляжа отсюда, и с детьми всегда вот это будете слышать. Купи игрушку, купи игрушку. И мужчина еще вам скажет, купи шубу, купи шубу. Очень удачно размещаешь, я сказал. Но это так много не делают в всех отелях. Прям на самом главном проходе. Шоппинг-центр. Все мы отправляемся на обед. В такую жару даже особо есть не хочется. Легкий обед, суп, небольшая порция салата и бутерброды такие жареные. Давайте я вам покажу бар. Здесь в ресторане можно как у официанта заказать, так самому подойти. Есть пиво, есть вино, шампанское, вот есть, кстати, коньяк. Эстереми, вот это вроде как французский идет, я пробовал, вроде нормальный, не турецкий. Раки есть, газировка, сок, вода. Есть, кстати, шалгам. Кто не пробовал, попробуйте. Это сок, по-моему, репы или свеклы, что-то типа того. Ну такой необычный, но вкусный. Пробуйте. Легкий обед не удался, пришлось сходить за двумя горшочками. Здесь баранина, а здесь, как мне сказали, мясо. Но здесь говядина, свинины в Турции не бывает. Коля, ты поела? Да. Что ты поела? Всем привет. Закатки. Что ты поел? Скажи, мясо? Да. Овощей? Морковку и огурец, и пюре. Молодец. И мясо. Давай ты. Так, смотрите, что у нас сегодня на обед. На обед жареные креветки. Первый раз вижу креветки в Турции на обед именно. Обычно это на ужин бывает. И сегодня сейчас говядина. Вот такая вот. Ребрышки нарезать можно. Знаете, вот так креветочки жарят на сковородочке. Здравствуйте.
Так, вот взял себе порциечку креветосиков, обожаю креветки. Так, я уже скушал креветочки, 2 порции. Пошел посмотреть, ну там уже прошло время после обеда, обычно там, как бывает в отелях, все вкусняшки заканчиваются, и кому-то не остается. Нет, вот уже скоро пройдет конец обеда, все, креветки есть, их постоянно жарят. Я, конечно, честно говоря, удивлен, потому что на обед дают креветки. Первый раз в Турции, как отель мы не были, ну, исключение Макс Рояла, конечно, его я в расчет не беру, там немножко другая цена, но удивлен. Вот это вот молодцы, очень вкусно. Вообще по питанию просто вот 5 баллов, все вот эти вкусняшки. И каждый день что-то меняется, мне приходится каждый день вам снимать что-то на обед, на ужин. Там действительно есть что снять, действительно есть вот эти вот вкусняшки. Вы жмите паузу, пишите, как вы к этому всему относитесь. Причем ценник на отель невысокий, вообще сейчас в отеле из 1000 человек, 100 с чем-то человек, всего лишь на 10% заселен отель. За счет этого народу практически нету, по обслуживанию получается, что персонал свободный. То есть сюда к вам подходят, все там дают, очередей никаких нет, тем более здесь, ну, по времени вы приходите, там, приложение бронируете, в какое время вы хотите, но это тоже не важно, вы на самом деле, если даже в другое время придете, вас все равно пустят. Вот это, конечно, очень большой плюс. Здесь куча сладенького, вот знакомые девушки тут появляются, жена Жанна моя появилась, набирает себе вкусняшек всяких. И фокус сейчас нам будет показывать, как держать ложку на лбу. Я, кстати, знаю такой фокус. Так, я тут пока пошел, уже ушел от своей очереди. Каждый день ем клубнику. Здравствуйте. Можно клубнички, пожалуйста, на завтрак, на обед, на ужин. Очень вкусно, просто. Она действительно вкусная. Еще и со сливками взбитыми. Кстати, я вот так все за стеклом показываю, а я вам вот так вот, да? Вот так вот прям сочно. Ее причем моют каждый раз прям перед вами. И вот такая вот красота получается. Вот так. Саша? Можно. Так вот, смотрите, и сахарный пудр, и сливки. Ну вообще, красота. Teşekkür ederim. Как говорят по-турецки, спасибо very much. Teşekkür ederim. Друзья, приятного вам всем аппетита. Если будете в этом отеле, закладывайте на обед себе сразу пару часиков, потому что отсюда просто так невозможно уйти. Я креветку поел, клубникой сходил. И смотрю, как все мои вкусно едят вот эту вкуснятину, которую я вам показывал. Никита даже на голове уже сироп. Не понял. И все вот у нас просят там кому-то принести банан в шоколаде, кому киви. Здесь даже киви можно сделать. И я тоже соблазнился и решил съесть клубнику в шоколаде с орехом. Так, вот это, смотрите, обмачиваю. Хоть с белым, хоть с черным. Потом это в орешках. Или в этих, или этих. Фисташка, это, наверное, арахис, там кокосовый пудра. Кокосовый пудра. Киви в шоколаде. Потом это все так, шоколад застывает. И такая вкуснятина получается. Очень-очень вкусно. Вкуснее всего оказался банан. Вкусно, Поль? А мне киви Тебе понравилось. киви понравилось? Мне попал сладкий киви. вкуснее. Яблоко? Да, ты даже еще не попробовал яблоко. Нет, не Да знаю. тут кока-кола Он уже вообще с чувствует. клубникой. Он уже чувствует. Вкусно, Зай? И вкусно. Да, вкусно, только у меня вот этот зуб болит. Ну, Поле зуб выпал. Один. Ну и вот этот супер-мега потрясающий вид, когда кушаешь на улице. Мы кушаем в помещении, потому что нагрелись уже на пляже. Хочется чуть передохнуть от солнца. Но я сюда каждый раз выхожу и вам показываю. Я просто обожаю вот этот вид. Так вот кушать, трапезничать с таким видом. Прям можно даже без еды. Что у нас здесь сегодня? Здесь рубленое мясо. А, здесь шаурма, да? Шаурмичка есть. Рубленое мясо, овощи, гриль. Вот вам все открывают. Палочки. Смотрите, а здесь Адана кебаб сегодня. Потом здесь соус. Здесь овощи. Гриль, рыбка, скумбрия жареная, лучок. И там курица. О, а я к вам и не дошел. Я уже поел, пообедал и только увидел, что здесь так вкусно пахнет. И пришел к вам. Так что да, выходите на улицу и здесь тоже трапезничайте вкусняшками. Я вот поел, за клубникой пришел и только увидел, что гриль работает. И аппетит, как говорится, приходит во время еды. Вот мне сейчас и пришел. Я вот сейчас еще разок бы навернул. Что мы после обеда все наевшиеся, довольные. Чуть-чуть полежал. Единственный минус, вот мы хотим все время кататься на горках, мы после ухода на пляж даем полотенце, чтобы пойти на обед. Теперь, чтобы пойти на горки, на горке находится за этим зданием, за этим корпусом. Да, кстати, вот основной корпус, вон там справа, вон там, сейчас мы там пойдем, я вам покажу. Корпус Анекс. Вот
там тоже хорошо. Или вот это у нас корпус Анекс. Нет, вон там вот корпус Анекс. Это два корпуса. Вот это основной. Это как бы второй основной. А в нем проход внутри там. Вот мы живем вот во втором основном. А вон там корпус Анекс. Его не так давно построили. При броне некоторые смущаются. Но там очень хорошие номера, все свежие. И виды тоже такие же, как и отсюда. Все сюда как бы расположены уголком в сторону моря. Но там пальмы, море может быть не видно, так чуть-чуть прослеживается. Но номера корпуса хорошие, может смело туда бронироваться, вообще не сомневаться. Сейчас берем полотенце и обратно туда, в сторону горок. Так, у меня тут лицо подгорает периодически. Наверное, заметили, что у меня кепка Best Way. Это кто нам бассейны прислал, бассейны, всякие надувайстики, штучки. И мы купили здесь кепку. На второй день я ее потерял, мы забыли ее на яхте. И забыли позвонить, потом сказать. В общем, Катя, когда прилетала, она мне захватила кепку. Хожу в такой, какая есть. Тут аж лицо обгорает, даже вот дымка, не дымка. Вроде бы солнышко не печет, а реально и руки сгорают, и лицо. Не запасайтесь кремом даже весной и осенью, уж летом тем более. И приборами для головы запасайтесь. Кепками, шапками, чтобы не сгореть. Атмосфера здесь супер. Турецкие музыки играет из колоночек. Смотрите, вот он основной корпус, вот здесь же ресторан. И вот по переходу, вот он корпус Анекс. Здесь окна в пол, такие балконы. И видите, как все располагается, что вот сюда с видом на море. Но пальмочки немного будут загораживать. Ну, как бы в направлении моря все. И вот выход из этого Анекса, видите, можно по переходу попасть в основное здание, можно снизу, здесь прям на улицу сразу выйти. Бабушка с детьми живут вот здесь вот, у них 3-й этаж, а мы у нас с другой стороны. Выход туда на въездную группу. Вот так вот, если смотреть на пляж, эти два корпуса, и сзади здесь еще один корпус. Есть вот такой. Отсюда из него тоже можно, смотрите, не обходить, просто вот войти сразу в главный корпус. Пошли, и все, и у вас там ресторан, все, что хотите. И мы вот через этот корпус можем на горочке пройти, можем как обойти, так и через него просто пройти. Вот так вот, оп, и здесь прям горки. Поэтому, кто любит горки, может прям здесь селиться. Спускаться с первого этажа через балкон и сразу на шезлонги и горочки. Бассейн. Бассейн классный, теплый, большой, и вон там мелкий. Мы вчера здесь катались, я все снимал, прямо с горок. Брал камеру с собой, все показывал. Давай, покажи нам класс. Как ты прыгаешь? Молодец. Тепло, зай? Да, тепло. Ой, мы уже с горочки скатились. Да, Классно было, да? это называется змея. Змеи скатились. Да. Вчера поснимал, как мы катались. Смотрите, еще в плейлисте, как там изнутри эти горки выглядят. Трюк. Посмотри. Вот этот трюк. Пойдем с горки кататься. А вот и сынули едет. Привет! Упсень! Алалупсень! Да, пускай тебя рады поедет. Ох, тебя унесло далеко. Смотрите, там у деток в мини-клубе есть прям такие машинки. Можно покататься, педали покрутить. Что-то еще есть, но вот сейчас как закрыто. Поле очень хочет. Ну что, и мы сегодня и сейчас отправляемся в спа. Сделали запись на приложении, прям зашли, записались. Ну, можно, если не в приложении, просто сюда спуститься и записаться. Сейчас посмотрим, как там обстановочка, как дела. Вот, давайте посмотрим, мы здесь еще ни разу не спускали. Здесь же есть парикмахерская, можно сделать себе причесон, маникюр, педикюр. Здесь же есть тренажерный зал, фитнес-центр. Так, давайте посмотрим, что тут есть. Много тренажеров, смотрите. Жим, присед можно сделать. Гиперэкстензию, кстати, да, можно покачать. Беговые дорожки, велодорожки, ноги, спину, в общем, все можно покачать. Вот здесь еще скамья для жима. Вот так вот. Ну, нормально. Тренажерчики, говорю, такие нормальные, свеженькие, не убитые. Такая вот атмосфера. Тут теннисные столы здесь, да. И пойдемте в спа. Здравствуйте. Мужчина очень не хочет, чтобы мы снимали, но я поснимаю все равно. Здесь раздевалочки. Раздевалки с кодовыми замками, раковина, душ. Вводите 4 цифры и решетку, и он закрывается. Главное, не забудьте, какой у вас номер ящичка. То мы пробрались с нашей скрытой камерой, пока никто не видит. Покажу вам баньку. Вот он вход. Сама парная, здесь печка. Вот такая большая парная. Много мест. У нас бабушка и с Никитой пришли сегодня. Погреться видно вам, нет? Вот такая вот большая банька. Пахнет вкусно.
Да? Очень вкусно. Жарковато, тепло, температура, правда, не написана. Восточный. Ляпота, все, садимся, загораем. И камеру убираем. Я их обычно полотенце заворачиваю, чтобы не перегрелось. Нет, вот температура написано 82 градуса, слушайте, ну классно, я прям разогрелся. Здесь у нас, смотрите, релакс-зона, зона для отдыха с кустами. Это зона отдыха, можно полежать тут, расслабиться. Пойдем дальше. Так, и вот смотрите, зона бассейна. Вот он сам бассейн. А вода тепленькая, градусов 28, лежаки, с другой стороны лежаки. Здесь, смотрите, есть джакузи. Нажимаешь кнопочку, бум, какую-то из них, и сейчас будет булькать все. И чё? Тоже водичка теплая. Да, залезай. Ну мы сюда или в бассейн? Так, здесь, смотрите, какая-то есть штучка. Написано 15 сантиметров, тут типа водопадика должно быть. Но сейчас почему-то не работает. Так, все это выглядит. И вон мужчина, который не разрешал мне снимать, но у меня есть скрытая камера, это запрещенная съемочка. Из-под одеялка я снимаю. Ну, это чтобы на самом деле это второй раз только такое в отеле было, еще в другом. Можно даже сказать, да, ну да, второй раз. Ну, не любят, может, они когда чтобы голые телеса снимали, но многие, наверное, не любят. Я сейчас чужих людей не снимаю. Вот. Ну, показать я вам должен, как говорит, спа, да? Вот. Никого не снимаю, снимаю только предметы интерьера, чтобы вы знали, как здесь все выглядит. Атмосфера приятная, музыка играет, расслабляющая. Все, сын, пошли в бассейн. Тянули сделать заныру, давай. Раз, два, три. Ну, я сейчас так же нырну. В бассейне очень, конечно, прикольно, плаваешь, там все подсвечивается, так круто. Очень здорово. Так, в общем, мы добрались до хамама. Улеглись втроем. Здесь такой индивидуальный закуточек один, там общий, народу много. А мы сюда забрели. Можно здесь налить чашу себе воды и поливать себе водичкой. Если эхо такое будет странно слышно. Вот основная плита. Тоже можно поливать, наливать. И мы самые вот на такой индивидуальный завалились. Никита балуется. Мы тут еще освоили джакузи. А Никита болтается, мы здесь тоже все болтались-то. Класс, Никит. Детки тут ребятка. Что мы напарились, наплавались. Чистые, мытые. На самом деле можно прям в халаты спускаться и туда в спа из отеля и не переодеваться. Я все искал расписание завтрака, обеда, ужина. Вот оно расписание. Смотрите, жмите на паузу. Но, как я и говорил, нужно записываться. На обед, на ужин. На завтрак не надо. И есть еще ночной суп. Экспресс-буфет здесь называется. Сейчас вот до 6 утра для особо проголодавшихся можно подкрепиться едой. Мы идем на ужин. Сегодня сразу, смотрите, новинка на ужин. Сегодня суши. Здравствуйте. С рыбой, с чем-то там еще, с чем-то еще. В общем, сейчас попробуем сушечки. Так, ну, естественно, я взял попробовать, потому что большая редкость, чтобы в Турции суши были вкусные. Только в одном отеле, это в Риксе. Рифьюз премиум берет, в нем были вкусные суши, но я взял здесь отведать. Скажу вам, как вкусные, невкусные. Так, и смотрите, сегодня вижу красную рыбку, можно? Да. Красная рыбка сегодня появилась. Это я вам все показывал в одной из серий. Все в плейлисте есть, спасибо. Пойдем посмотрим, какая вкуснятина у нас сегодня здесь на гриле. О, смотрите, здесь жарят рыбу в соли. Здравствуйте. Can I have fish, please? Эту рыбу жарят в соли, потом ее разбирают вот так вот. Вот, получается такая большая рыба. Очень вкусно обычно это делает. Да. The salt, да? Да. И курочка, смотрите, вот целая жареная сегодня. Ага. Спасибо. Вот, смотрите, вот эта вот рыбка такая вот, очень вкусная. Это прям, вот, увидите такую рыбу в соли большую, берите. И курочку я Жанне взял. И здесь, смотрите, еще как шаурмишку. Это баранина, скорее всего. Уже вижу, повижу. Не баранина? А говядина? А, говядина, я ошибся. Но обычно в Турции баранина, да, делают? Традиционно. Ага, сейчас посмотрим. Это вот здесь вот, донор кебаб называется. Их вот так вот нарезают. Вы можете взять себе с соусом. Оба-на, это что такое? Да. Это курица? Yes. А, я думал, это баранина на гриле. Думал, корейка ягненка. Спасибо. Я же думал, кореечка сейчас будет. Опа. Здесь, смотрите, лук целые. Половинки такие рыбы. Овощи на гриле, лук. Спасибо. Естественно, я не удержался, взял себе всего попробовать.
Курицу для Жанны, остальное все мне. Ну и плюс суши, плюс салат. Традиционно каждый день ем, очень вкусно, с орехами, с сыром. Удивляют, смотрите, хорошо, что я не снимаю. Я обычно снимаю ужин один и все. А сейчас взял манеру снять я вам один раз ужин, а потом, ну и обед, а потом все вкусняшки уже в разных видео показывают, то, что дополнительное новенькое дают. Вот новая тема лучше получается, да? Пишите, как вам вообще чешский стол, много ли всего вкусного. Как всегда, приятного аппетита. И на ужин сегодня опять креветки. Вот так они выглядят в не готовом виде. Много-много креветок. Спасибо. Так, смотрите, на ужин мидии сегодня такие на шпажках жареные. Тоже взял себе. Никита тоже такие любит. Спасибо. Very much. Турмишку жарит сегодня вот так вот аппетитно. Смотрите, стейки, антрикот сегодня жарят вот такие вот аппетитные, мощные кусочки. Спасибо. Ну и, конечно же, какой ужин в этом отеле без клубнички. Очень большая вкусная клубника. Что, сегодня мы отправляемся с вами в Паша ресторан. Чуть не упал. Валя карт, французский нас сегодня. Мераба. Смотрите, вы, кстати, можете здесь сразу интерактивное меню сделать, навести телефон, и у вас откроется менюшечка. Давайте покажу вам атмосферу здесь в ресторанчике. У нас будет вот такой большой тейбл. Так, нам сразу принесли тарелочку. Здесь сыр, орешки, клубнички немного. Поскольку у нас как бы 2 номера, нам двойную дозу дали. Двойную порцию. Давайте еще раз покажу вам меню. Вот так вот телефоном наводите на свой экран, и у вас откроется вкладочка. Вот так, и вы сможете здесь, как будто вы находитесь в ресторане, полистать все меню. Сейчас я вот так подольше подержу, чтобы вы могли сфокусироваться. Навести свой телефон. Вот так вот. И можете прям полистать, поизучать. Здесь прям есть русское меню. Вот ресторан Паша, и можете почитать. Вот нам еще принесли сразу холодные закусочки, которые в меню есть. Да, кстати, это видео у вас будет в тот вчерашний день включено, потому что сегодня мы ездим на экскурсию. Очень классное путешествие, тоже будет в плейлисте все. У вас был, получается, ужин, и сегодня у нас новый день с а-ля картом. Так, вот Жанне принесли печень. Она прям шкварчит. И маме тоже печень. По печени вам. По печени, да. 3 вида соуса. Я хочу звук заснять. Железной такой сковородки на шипе. Да, я звук. Мне принесли торталини. Пельмешки такие. А для деток тут есть детское меню. Там курочка, пицца, картошка фри. Не успел вам снять. Никитос уже все съел. Пустая тарелочка. Молодец, Никит. Лучший холодец. Подарок. Так, у Жанны салат с орешками. С козьим сыром. С козьим сыром. Ну, это на любителя. Мама салат Цезарь. А это ваша вилка, я ее ем. Так, нам звенящие тарелочки приехали. А это говядина такая Что, вот. одна может? Это все мне. Да, хочешь? Нет, не надо. Я люблю. Не надо? Не надо, не надо. А что? Мне надо. Это одна? Так, а вот еще одна такая порция. Блин, непонятно, одна порция там или две. На двоих. Так, в общем, это 2 порции на одной тарелке подают на железные сковородки. Так, я попросил, чтобы мне еще чик-чирик сделали. Мне принесли чик-чирик. Причем я не понимаю такого, можно мне чик-чирик? Чик-чирик. Теперь у вас так будет называться чик-чирик. Так, куда вы мне там заперчили, же мясо не видно? Спасибо. На десерт у нас горячий шоколад с мороженым. Так, ну что, мы сходили в а-ля карт. Нам все очень понравилось, очень вкусно, поскольку были ваканты. Дон нам сделали бесплатно. А так на человек стоит 5 евро. Ну, в принципе, я бы рекомендовал сходить за 5 евро. Это не такая большая сумма, если сравнить там с какими-нибудь российскими ресторанами. Все очень вкусно, особенно говядинка, стейк, вообще прям бомба была. Ну, и если вы идете бесплатно, или вообще ли вам всем понравилось обслуживание, не забывайте оставлять чаевые, можно даже в рублях, мы оставили сейчас в рублях. Ну, обычно это в обычных ресторанах $1, в а-ля картах мы стараемся $5 вставлять. У меня сейчас был с собой только 200 рублей, я оставил 200. Ну, то есть лучше что-то, чем ничего, но это если вам понравилось. Если вам что-то не нравится,
И все это как бы на ваше усмотрение, никакой обязаловки нет. Так, ужин великолепный. Я и мясо поел. Оля, тоже продолжение видео, это не начало. Привет, привет, да. Просто вот если вы любите вкусно покушать, то этот отельчик точно для вас. И Алканте-Дон, этот у них практически одинаковое питание. Действительно изумительно все. И креветки, и мясо, и каждый день что-то новое, 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 новое. И деткам есть что поесть, и детский стол великолепный. И отварное есть, и все. Ну, я вам все показывал. Что рассказывать? Классно. Вообще отельчик тоже нам прям очень понравился. Мне прям все нравится. И напитки, и еда, и территория. Я уже даже сейчас рекомендую его. Не знаю, что у нас будет еще там дальше в следующих видосах. А после ужина мы пошли прогуляться. И забрели в кофейню. Кафе Прето. Здесь кофе прям молит. Такой аромат прям идет кофейный. Сейчас нам сделают вкусный кофе. Знаете, есть еще тут сиропы разные. Вот вижу отсюда шоколадный, печеньковый. Много разных там сиропов. 7 штук на выбор. Горчица, кетчуп, майонез. Ну вот, как в этом тексте. Ну шутка, конечно, не горчица, еще какой-то сироп. Взяли нам капучино. Огромная кофемашина. Судя по всему, она дорогая, и кофе должен быть вкусный. Вот такая вот. Из-за кулис нам кадры. Спасибо. Такую красоту здесь наводит вечерком. Сахар надо? Один. Здесь есть даже железная банка с печеньями. О, спасибо. Можно 2? Да, конечно. Один для Полины, для нашей маленькой принцессы, кошечки нашей. Здесь очень вкусный кофе, ну прям реально идеально приготовленный кофе. Не крепкий, все прям как надо, прям даже мама в восторге, она не гурман кофе, но говорит, прям очень вкусный. И многие, кстати, сюда заходят, берут стаканчики, говоришь, с собой, бумажные стаканчики делают, и можно на пляж пойти куда угодно, или за территорию погулять, и с этим кофеечком очень вкусный. Кстати, да, по поводу суш, суши были хорошие, вкусные, мы поели. Не гадость, потому что в некоторых отелях прямо делают гадость, не знаю, что там в рыбу добавляют, как они ее маринуют, но не вкусно. Вот здесь были суши вкусные, поэтому... Ну, Рикс, конечно, другие суши. Ну, что сравнить, разные. По ценнику, по соотношению цена-качество отлично. Нормально, вкусно. Сейчас идем прогуляться и дальше на... Там сейчас мини-диск проходит, там же, где живая музыка, и там же сегодня живая музыка. После мини-диска идет всякие там живые музыки, концерты, караоке и так далее. Мероприятия. Все взрослые. Музыкальные. После мини-диска. Здесь вот в ночном клубе, пока холодно, проходит мини-диско. Главное, чтобы здесь за музыку нас не забанили, за эту музыку банят. И давайте я вам покажу, что здесь по алкоголю. Здесь есть Гавана Клаб. Я вот что-то не помню, снимал я не снимал. Но в начале рома здесь, по-моему, не было. Был только виски в первый день. Сейчас есть ром. Можно сделать себе пина-коладо. Очень вкусный коктейль с ромом. Но главное, чтобы ром был импортный. Вот Гавана Клаб — это импортный ром. А можно я посмотрю, да? Есть GB виски. Вот, оригинальные. Потом здесь, что еще из оригинальных напитков есть? Все оригинальные. Из оригинальных раки есть турецкие оригинальные. Ну, и вроде бы все, молоко. Да, из импортных только GB, да, и Гавана Клаб, да? Да? Все, остальное в других барах. Еще вот из 69. What 69. Есть. А, и вот, кстати, вот Эстереми. Вот. Ну, я посмотрел, вроде бы французский коньяк в России тоже продается, то есть не турецкий, импортный. Я попробовал, вроде тоже нормально. Вот. Ну, достаточно, если кому мало, можно сходить в тот бар или в лот-бар, в любой бар, взять стаканчик, спокойно сюда принести, на территорию всего отеля можно перемещаться в любом месте. Так, вот я заказал себе Жанне бабушки с клубничкой, все красиво. И деткам можно взять что-то типа пина-колады без алкоголя, ну и типа молочных коктейльчиков. Это уже живая музыка началась, живую поют. Музыка классная, но после мини-диска на танцполе остались одни дети. Взрослые никак не подтянут. Так атмосфера здесь очень классная.
Прекрасный денек в Турции. Спасибо всем, кто провел этот день с нами. Ребятушки, всем доброго турецкого утра. Раннего. У нас 7:50. Мы уезжаем сейчас из отеля Аккалимда из Турции в Россию после нашего 7-дневного отдыха. За нами уже приехала машина. В это время 7:50, хотели взять кофейку, дорогу в лобби. Лобби-бар закрыт, очень странно. Пришлось ходить в ресторан, там брать кофе, но с собой взять не получилось в бумажном стакане. Все, отправляемся. Вроде только приехали. Турция уже едем. Понравился тебе? Ты счастлива? Да, я счастливилась. На которое время подольше буду счастливиться. Побольше, подольше. Почаще. На 2 недели. Смотрите, еще перед выездом из отеля проверяйте, не перенесли ваш рейс случайно, если вы особенно на частном трансфере едете. Ну или вечером подходите тоже на стойку, смотрите. Также можно забить онлайн-табло аэропорта Анталии. Вам выдаст такой сайт Анталия аэропорт Аэро. Здесь смотрите доску вылета. Вот мы смотрим, что у нас в 11. И также здесь тоже можно посмотреть номер вашей стойки. И заранее уже зайти и знаете, какие стойки. Взять на табло смотреть. Так что есть и онлайн-табло. Так, смотрите, если вы не знаете вес вашего чемодана, у нас сейчас 10 килограмм. У нас 2 вот таких и 1 вот такой. Здесь явно перевес у нас. Потому что я вам сейчас попозже расскажу, почему у нас столько веса и где наша остальная семейка. Можете подойти к любой стойке, чтобы был 0 написано, вот там уже прибавлено 1. Взвесьте ваш чемодан. У нас на одном 8, нет, 10,4, на другом 10,8 и на третьем 23 килограмма, а вес у нас должен быть 10. Вот я не знаю, либо нас пропустят, либо придется доплачивать кучу веса. Но можно так ходить, вешать, не стесняйтесь. Так, заветные билеты у нас в руках. 3 места рядышком я попросил, но мы еще с ребенком встать на уступки и ничего не взяли за перевес. Вот, повезло. На самом деле, но у Азура есть такая практика, мы тоже слышали, что как-то на перевес не смотрят. Поэтому 3 чемодана с перевесом, 1 с огромнейшим перевесом. Так, здесь, смотрите, мы не успели купить лекарства, аптека. Цены здесь хорошие. Здесь сувениры, цены не хорошие, покупайте все в городе. Здесь прям 5 раз, наверное, все дороже. Поэтому заранее в городе запасайтесь всем. Ну, в аптеку вот можно. Народ рассосался потихонечку, там все равно вот тучность, и мы отправляемся дальше на регистрацию. Ну что, все контроли пройдены. Не спешите вынимать из рюкзаков воду, соки. Мы взяли у всех по бутылке воды, у меня даже сок. Вот. Но яблоки, еду это все не забирают, а вот забирают. Но в последнее время перестали вообще забирать. То есть я говорю, бутылка воды 0,5, сок, у детей сок. Вообще даже ни слова не сказали. Просто сразу вынимайте оттуда планшеты и компьютеры в отдельные ячейки. И тогда прям проходите быстренько и все. Все, мы в зоне бесплатной торговли, Duty Free. Промокод, по-моему, на духи еще будет действовать. Под видео оставлю ссылку в описании. Духи РФ, пудра Root. Скидка, по-моему, 7% сейчас действует. Для новых клиентов, ну или пробуйте, для старых, может, еще для старых действует. Вообще должно быть для новых уже клиентов только, потому очень хорошее качество. Я сам там все время заказываю, это мои друзья 2007 года. Я думаю, все уже знают. Уже пишут: Женя, дай промокод на скидку. Даю, берите. Все, здесь мы ничего, наверное, покупать не будем. Сейчас мы сделаем небольшой обзорчик напитков. Скажу, что стоит брать, что не стоит. Все вот это, естественно, закупайтесь в Турции, когда вы там ходите, потому что здесь 10 евро, вот смотрите, пачка. На 10 евро вы в Турции купите огромное количество Turkish Delight, турецких сладостей. Единственное, что можно взять, берите раки, они очень полезны, они даже лечебные. Вот такую штуку можно брать, видите, здесь 2 за 38 евро. Одну себе, вторую кому-нибудь в подарок. То есть раки действительно полезная штуковина. Давайте посмотрим, сколько апероль здесь стоит. Апероль 15 евро. И Егермейстерич тоже можно взять, он на травах тоже полезный, 18 евро. Ну а так все остальное, виски, шмиски. Все время вам снимаю уже, я думаю, надоело, да? Пишите, надоело или снимать еще в следующий раз. Ну, вкусняшки всякие, дети. Ну и кладь, кстати, тоже не взвешивали. У нас там много всего. Напихан рюкзак у меня килограмм, наверное, 12 весит, там 2 ноутбука. Передавайте привет
своим родным, близким, как у Якубовича прям. Наши зрители, подписчики, встретились. И вот здесь, кто любит покурить, можно вот сюда. Вот здесь там открывается, там решетка такая, там свежий воздух за решеткой. И можно там покурить, кто желает, но не советую. Сам не курю. Так, и как вы знаете, нужно по прилету, даже перед вылетом, лучше, когда в отеле, когда есть Wi-Fi, зайти на сайт госуслуги под вашим логином и паролем, забить там «Прибыв», к примеру, и вас будет выдаст услугу регистрация прибывающих в Россию. И надо здесь будет заполнить анкету. Так, нажимаете «Заполнить анкету». У вас все данные ваши автоматически подгрузятся с госуслуг. Там вводите паспорт, дату пребывания, сфоткаться надо будет. В общем, все очень просто. Адрес проживания, СНИЛС не обязательно вводить. Если вы с детьми летите, нажимаете кнопку, что с вами летят дети, и там вводите данные ребенка. Да, здесь же номер рейса, симптомы заболевания, ну и все, там нажимаете «Ознакомлен» и «Сохранить». После чего вам придет ссылка на эту услугу, на почту. А потом, когда вы прилетите, в течение 3 дней нужно сдать анализ на ковид. Вы его сдаете, потом также заходите на госуслуги, нажимаете либо из письма там ссылочку, либо просто пишите также в поисковике услугу там «загрузить» или там «результаты анализов», вот чем такое. И загружаете ваш результат также на сайт, вбиваете там тоже также номер рейса, запомните ваше посадочное место, там сфоткайте ваш посадочный талон. Нужно еще будет место указать, где вы сидели. Только главное, потом зайдите в раздел, посмотрите ваше заявление. То есть, когда регистрацию прибывающего будет написано «Услуга оказана». И когда загрузите тест, обязательно проверьте. Потому что были случаи, когда люди тест загружали, он не загрузился, им пришел штраф. Реально там 30 что ли, тысяч или 40. Безумно государство с нас дерет. Поэтому проверяйте, что было принято или оказана услуга обязательно. Так, ну здесь в аэропорту тоже народу. Я не сказал, что много, есть народ. Ну, то есть уже не как в пандемии, уже прям ощущается, что прям многие поехали уже отдыхать, уже возвращаются обратно. Уже активити такой в аэропорту, все активно. И вопросы еще были, надо ли делать прививку для того, чтобы вылететь из России, из Турции. Нет, прививки делать не надо, это не обязательно, надо просто сдать тест. Перед вылетом, но для этого я снимал отдельное видео, есть на канале, вот, поэтому смотрите. И по прилету также тест в течение 3 дней надо сдать. Так, смотрим. Наш выход, вот, у нас 4 восьмерочки, Z888, 10-й выход у нас. Пойдем искать. Так, и по поводу того, где все остальные, здесь я, Никита, сынок мой, мама моя, Ольга. А остальные полетят позже, потому что мы здесь в Турции уже давно, уже месяц находимся. Я вылетал отсюда, чтобы забрать ребенка и маму. То есть Жанна, получается, просто купила обратные билеты. Они просто оплатили отель на месте, а мы взяли пакетом на нас. Так получилось выгоднее. Но мы должны были лететь с разницей в 5 минут. Мы должны были 2 часа дня вылетать. Но нам перенесли рейс на раньше, на 11 утра. И пришлось вставать в 6 утра, чтобы поехать. Вот так вот мы разделились. Я прилечу в Москву, отвезу своих на каршеринге, скорее всего, возьму машину и приеду встречать. В общем, такое у нас путешествие. Так, по поводу Wi-Fi раньше было так, что покупайте Starbucks кофе, вам дают Wi-Fi. Сейчас не знаю, кофе пить не буду. Уже выпил стаканчик в отеле. Сейчас кофе иногда колбасит. Так, вот наш 10-й выход. Пока вроде не открыто ничего. Тут все наши зрители, когда нас встречают, говорят: Жень, ты так похудел. Я раз похудел. Только камера утолщает. Но на самом деле уже в последнее время ем как-то так по-легкому. Рыбку, салат, иногда мяско. В эти вот Бургер Кинг мы уже вообще особо стараемся не ходить. Хотя вчера вот я бургер ел. Ну, имею в виду в кафе. Мы вчера еще в Алании были. Так, случайно залетели из Кемера в Аланию. Ну вот в Бургер Кинге не ходить, берите с собой всякие яблоки, можете пиццу даже взять, ланчбокс попросить на ресепшене перед вылетом с вечера там. Ну или в ресторане попросить ланчбокс, просто набрать с собой там пиде тех же самых, яблоки, бананы. Это не отбирают, это всегда можно нести, потому что иногда люди пишут комментарии. Всю еду можно, нельзя просить только воду. Там считается, что она может быть какая-то взрывоопасная, там еще что-то там у вас может быть. Ну хотя в последнее время, я говорю, опять же проносит, поэтому запасайтесь вкусняшками. Кушайте полезную еду, не бургеры. Смотрите, в автомате цены на воду. Кола 4 евро, водичка 0,5, 2 евро. Но в самолете воду будут давать.
Мам, тебе что больше всего понравилось? Сам отель, во-первых. А что больше всего? Какие те горки, а тебе? Не поездка это. Вся? Вся, да. Тут на катере, на этом яхте, На да, яхте? Да, что мы, На музей. яхте было классно. А? Музей, Музей, да. экскурсии обязательно Да. посещайте, это интересно. Демре. Познавательно. Демре. 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 Еще поедешь? Обязательно. И море. Море, сама море. Да, Так я если ни было разу не теплое, можно было искупалась. еще Я искупаться. мечтала искупаться. Я последний раз хотела. Очень волны сильные. Ладно, приедем, Прям когда без будет вас тепло. залезть, честное слово, хотела. Да? Потом, смотри, никто не плавает, думаю, ну Да, ладно. 18 градусов море было, свежо. Нет, да, ничего. Значит, надо почаще ездить. Наверное. Ловить хорошие цены или переезжать туда. Жить в тепло. Пандемия много спутала. Да, пандемия все Планы напутала. все. И цены, и планы, и желание некоторых отбил даже, честно говоря, с этими тестами. Да, сейчас Раньше люди раз и боятся. всё. Ну так что ничего страшного, да, когда летишь? Ничего страшного, но я вот эту молокиду сдавать тесты, эти, это Ну вообще это как да. в нашем Надеемся, возрасте. скоро отменим. Все, молодежь, вы соображаете, а я бла-бла-бла в этом телефоне. Мы тебе помогли во всем. У нашего выхода там такое количество людей, я такого еще не видел. Я что-то даже не представляю, какой будет самолет. Просто, наверное, огроменный. У нас там, получается, 3, 4, 3. Ну, там столько народу, я никогда столько не видел, просто во все стороны. Интересно посмотреть на самолет. Ну, что-то никак не подгоняют. Сидим, ждем. Скоро улететь должна, мы все ждем. Если вдруг кто не знает, вот здесь есть такие столики. Вы можете без проблем со своей едой, своими напитками сесть за любой стол. Вам никто слова в Турции вообще не скажет. Вы здесь в аэропорту, не обязательно на лавочке сидеть. Прям садитесь за столик, кушайте яблочки, там, бутербродики, пицца, что у вас есть. Не обязательно ничего покупать, просто сели и наслаждайтесь предполетным временем. Смотрите, это вот такое количество у нас в самолете будет. Очень-очень много народу. Наша посадка открылась. Очень много народу загрузилось, мы подождали, чтобы в очереди сильно толпиться. Сейчас идем загружаться. Друзья, не забывайте поддержать это видео лайком, дизлайком, комментарием. Для вас простое нажатие кнопки, для нас, вы знаете, огромная мотивация и помощь в продвижении ролика и канала вообще в целом. То последние глоточки турецкого свежего воздуха. Погода сегодня такая уже переменчивая, но солнышко пробивается. Поедем мы на автобусах. Автобусов много, друг за дружкой едут. Ой. Буду скучать по Турции. Нас в этот раз увезли очень далеко. Здесь стоят маленькие джеты много. И вот она, наша махина. Азуром мы летим. Boeing 777-300ER. Огромнейший самолет просто. Мега-гигантский лайнер. И последние лучики солнца и тепла. И мы садимся и летим домой. Ну и надолго скоро опять путешествие новое будет. Ой, как не хочется улетать. Солнце прям, хоть и тучки, все равно греет. Знаете, какой гигантищий самолет просто. Я думал, даже двухэтажный будет. Это махина. Смотрите, какая махина. Все с экранчиками. Новый самолетик, народу много-много-много. У нас будет 3 места рядышком. Смотрите, какая огромнейшая самолетина. Так, давайте покажу вам самолет. Смотрите, нам в пакетик дали наушники. Причем, кстати, такие с этими штучками. Можно даже с собой забрать, если захочешь потом. Здесь код наушников и USB-шничек, можно зарядиться. Интерактивная менюшка. Правда, пока не работает. Сейчас посмотрим, попозже, наверное, будет. Отсюда прям можно свет включить, смотрите, оп. Побаловаться, даже яркость можно сделать. Оп, 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 оп. Классный самолет, новенький, прям свеженький, просторный. Так, зарядку проверил, зарядка работает. Но несмотря на то, что самолет новый, у меня тут сломана кнопка. И мое кресло туда-сюда катается просто так. Без нажатия кнопки. Так, конечно, и просторное, места много для ног. Цивильные самолеты. Готовы к взлету? Да, Или не полетим, или обратно? назад лучше. В отель вернемся. Обратно. Все, возвращаемся. Бежим. Давай, разворачивай. Обращайте внимание, у некоторых самолетов есть такая фишка, вот так вот делаете, оп, чтобы было спать удобно, подгибаете с двух сторон. Такое бывает часто, но многие не знают. А здесь у нас в самолете опять меню, бар,
Можно даже, кстати, картой расплачиваться. Алкогольные напиточки, бутылочки такие по 300 рублей, 350, бифита 350. Шоколадные батончики 100, 100, мармелад 100. Водичка 100 рублей. И без газа, смотрите, тоже 100 рублей. Это даже, кстати, дешевле получается, чем в аэропорту покупать в этом автомате, который я показываю. И с другой стороны, смотрите, бутерброды там по 200 рублей, чиабатта 250, сырная тарелка, фрутоняня, микс орехов. В общем, смотрите, еще на паузу ставьте. Кому интересно, пиво даже есть, 150 рублей, очень приемлемая цена. Темные льи за 200, светлые, винишко, шампанское, игристое, в общем, все есть. Так, ну что, мы начинаем взлет. Эта махина пошла на взлет. Так вот, опа. Вместе с вами. Никите здесь выдали раскраску, карандаши. Что он смотрит мультики, а мы едим всякие вкусняшки, пиццу, все, что набрали в отеле. Сок прямо из отеля с мини-баром. Очень бурные аплодисменты с огромного самолета. Да там спереди. И вот там еще сзади меня много. Бумажки забрали, пропустили. В течение 3 дней сдать тест. Детям сказали, с любого возраста надо сдавать тест. Даже месячному ребенку. Что, мы вышли, все, встречает Москва. Поедем на такси, потому что сейчас цена на каршеринг совершенно одинаковая, такая же, что на такси. Так проще уже на такси сесть и поехать. И тесты можно здесь сдать в аэропорту, тех, кто хочет, но мы сдадим завтра. Так, ну что, мы утеплились. Здесь везде предлагают такси, но мы прям Яндексом заказали. Все, спасибо всем огромное, кто посмотрел это видео. Все эти огромные путешествия, огромные серии этих роликов. Огромной вам всем удачи. И пока холодок, +2 сегодня. Все, до свидания всем.